Скорее всего, ты думаешь, это что, сейчас целая серия про мороженое будет? На что я тебе скажу? Во-первых, удобно тебе в перчатках играть? Марио, да, это наш главный герой на сегодня. Нет, то есть я скажу вам, что это очень проработанная часть четверки, проработанная лучше, чем тайные сообщества. Нет, справедливости ради, тайные сообщества периодически дают тебе мудлет на внимательность, но то же самое можно сделать, просто приняв цитрусовую ванну. Мороженое в игре сделано куда лучше. Во-первых, все начинается с отсылки, потому как мороженица в описании ссылается на некоторый инцидент в 2011 году, который включает в себя водителя грузовика. Знаете, что произошло в 2011 году? В тройке появился грузовик с мороженым, а значит и водитель грузовика с мороженым. Окей, я согласен, довольно всратая отсылка ради отсылки, но, честно, дальше будет лучше, потому что у нас будут реальные бонусы. И первым делом надо сказать, что понадобится кулинария. Чем прокачаннее, тем лучше. Очевидно. Как будто иногда бывало, что, знаете, ребята, чем хуже у вас навык, тем лучше будет получаться. И знаете, у нас сейчас идеальное время для экспериментов. Во-первых, Марио, в принципе, вырвался из очень странной организации с какими-то галлюциногенными грибами и постоянным вытягиванием из него денег. Этот парень буквально покинул очень странный притон. И этот факт, вкупе со всем его бэкграундом, это прямо идеальный фундамент для карьеры комика, где он рассказывает все эти истории. Но до работы тонна времени, параллельно мы учимся, хотя курс завершен, и, как видишь, у нас 3-4 дня еще. Так что сегодня у нас выходная серия, где мы восстанавливаемся после потрясений тайного общества, в принципе отдыхаем и экспериментируем с мороженым. Да, игра на гитаре ему нравится. Собственно, в тайное общество мы попали через кулинарию. Там, видимо, на аппетит пробивает после того, что они делают. Сколько гномов? Вы куда все? Возможно, это отходники от тех самых грибов. Но давайте уже займемся любимым делом людей, которые недавно вышли из отношений не по своей воле. Будем есть мороженое ночью. Как вы видели, у Марио полностью прокачана кулинария. Мы можем делать все, там будут интересные эффекты, но на первых 2 уровнях можете забыть о какой-либо зрелищности. Иногда мороженое — это просто мороженое. Но это не значит, что мы не будем его есть. Что-то я постоянно забываю Марио за лицом ухаживать, и как-то мне вот не очень нравится состояние его кожи на самом деле. О, супер, мороженое в багаже. 8 порций. Да, кстати, можно менять топпинги, украшения. Это ни на что не влияет, поэтому сегодня не будем это рассматривать. Пока возьмем рожок. Вау, 8 порций таких с собой носить. Марио, мне бы твои суперспособности, конечно. И эти волшебные недоласточки совсем меня достали. Уйдите, пожалуйста. Я перестал принимать. Первое мороженое вообще никаких мудлетов не дает. Вы знаете, что с таким делать. Следующий. И фисташковое мороженое тоже не дает никаких эффектов. Супер. И вот почему Марио в 3 часа жрущий все виды мороженого — это экспериментатор и гурман, а я почему-то, ах ты жирная свинья, иди займись наконец чем-нибудь. Где справедливость? И да, насчет шоколадного рожка тоже никакого эффекта. То есть он даже недоволен тем, что он вкусно что-то там поел. Ладно, может быть, 2-й уровень нам поможет. Лимонное джелато. Пожалуйста, Марио, скажи, что все это я делаю не зря. Хоть один мудлет. Нет, все без толку. А уже рассвет наступает. 6 часов утра. И знаете что? Невероятное спасибо, что хэштег LastJunior на Цубере не забрасываете. А я давайте не буду мучить вас бесполезным мороженым и вернусь, когда начнутся какие-либо эффекты. A few moments later. И первым в списке будет вот это мороженое. Мировое бремя. И если сначала эффект не должен быть заметен, кажется, нужно съесть 2 порции мороженого, вы сами все увидите. Я, кстати, тоже все это вижу в самый первый раз. Никогда этим не пользовался, так что мне безумно... Да, мне безумно хе-хе-хе. Нет, мне безумно интересно, как это все работает и как это выглядит. А что я вместе с вами смотрю вот с такими глазами. Хотя, если вы видели и просто смотрите меня ради меня, то спасибо. Спасибо, но надеюсь, вам интересно. Первая порция. Довольно холодная, как можете понимать. Да, с эффектами ничего не произошло. Он просто такой, Настя, я что-то поел, давай 2-ю порцию. И чел, сейчас ты увидишь, что будет, если есть много мороженого. Да, вы правильно поняли, ничего... Нет, подожди, нужно больше, что ли, съесть? Было сказано, что после 2 порций эффект может наступить. Еще раз. Я пока займусь закрытием окон. Вот и все? Ну,
Я думал, что он, знаете, грациозно встанет со стула, взлетит в воздух, сделает 3 оборота, начнется освещение, и наступит эффект, когда персонаж станет толстым. Ну, то есть, как в жизни оно и происходит. Но нет, он просто стал полным, причем я не уверен, это эффект сработал, или просто из-за того, что мы съели уже 8 рожков мороженого с утра. Окей, в любом случае, давайте напишем несколько комедийных номеров, потому что, в конце концов, как я говорил, у нас сегодня первое выступление небольшое в клубе. Мы должны получить специализацию комик, я на это надеюсь. Ну, какая сладкая булочка идет. Первый номер я уже написал, и пока не могу его редактировать, потому что, не знаю, он или слишком хорош, или ты... Все, я думал, он так и будет сидеть с выключенным компьютером и изображать, что что-то делает. Так вот, мы просто уже сочинили один номер, и я не понимаю, где его отредактировать. Ладно, с этим я разберусь, тем более карьеру комика я уже проходил. Кто помнит Мэй? У кого Мэй любимый персонаж? Ваше время написать об этом. И да, я все еще все комменты читаю. Всегда. Так что я увижу, у кого любимая Мэй. Давай, Марио, составляй конкуренцию комику. О, и как раз в тему. Передозировка печеньем. Ну, не совсем печеньем, конечно, а мороженым. И да, вот это мороженое сейчас покажет нам, имело ли все эффект, или мы просто реально располнели от того, что жрем ночью и утром. 4-й уровень открывает нам диетический вкус. Это означает, что мы исполняем мечту многих из вас, кто сейчас смотрит это видео. Чем больше мы едим, тем больше мы худеем. Давай, Марио, покажи, как это делается. Слушайте, мороженое для похудения. Это ж просто мечта. Вот если бы оно еще работало, а не просто как реклама говорит. Он сделал 2 анимации сразу. Одна, как если ты только что качался и привел себя в форму, и он такой, я похудел, а потом тут же такой, я объелся. Так что я пока ничего не понимаю, нужно дождаться очевидного эффекта в виде заморозки мозгов, да. Вообще, знаете что? Кажется, да, все работает. Не буду нажимать раздеться, потому что это не 18+ канал. У нас это, кстати, например, на Бусти или на Ютубе доступно. Разумеется, ссылки в описании. И не переживайте, там не только пошлятина, там еще и, в принципе, тонна бонусов, которые я советую почитать. А Марио, по-моему, похудел. Посмотрите на этот животик и пресс. Он ел и накачался. Наконец-то результаты исследования, которые мы заслужили. Знаете, об этом надо написать. И да, я вспомнил, как мы редактируем наши номера. Нужно их сначала показать, попробовать, и после этого уже, глядя на реакцию людей, понять, что подправить. То есть провести открытый микрофон, но дело в том, что это можно сделать и без зрителей. Каким-то образом комик понимает без людей, какие шутки работают, а какие нет. И да, наше первое выступление уже через 40 минут. Я не думаю, что мы успеем дописать номер, но ничего. У нас есть 2 плохих и непроверенных. Мне кажется, первое выступление всегда должно быть таким. Кто помнит свое первое выступление на сцене? Я знаю тут очень много сценических ребят, которые смотрят на Субэри. Большое спасибо, крайне рад креативному и творческому сообществу. Помните свое первое выступление? Я помню одно из первых, потому что я начал выступать, по-моему, в подростковом возрасте, а там, знаете, намешанное, я толком не помню, какое было первым, но, как понимаете, уровень был пониже, чем у мировых звезд. Немножко. Блин, я глупый отправляю Марио без настроения, которое позволяет нам лучше, собственно, продвигаться по карьере. Это то, где вот смешливое, игривое. Но хорошо, что он ответственный. Надеюсь, у него все получится. Ой, тут же Марио приглашают выступить на частном официальном вечере. Но он забывает забрать смокинг из бюро проката. Так что мы можем либо одеться в большой костюм, либо надеяться, что никто не заметит, что мы не под дресс-код. Мне кажется, большой костюм это комичнее. Позаимствуем. Да, все согласны. Найс. Капец, мы даже почти получили повышение. Ну да ладно, не сегодня, так через неделю. Сейчас мороженое, потому что наступает ночь, и в город выходит жирненькая мафия, которой хочется покушать чего-нибудь сладенького. И следующим мороженым с эффектом будет двойная роза. Если вы смотрите весь на Субэри, то понимаете, что делает роза. Если нет, то надеюсь, что сейчас получится показать, потому что эффект, по идее, должен быть достигнут точно так же спустя пару рожков. Есть, готово. Слушайте, как прикольно подходит этой рубашке. Может нам вообще не повышаться, потому что он вот так выглядит очень-очень даже неплохо. Хотя нет, нам, к сожалению, нужно проходить жизненную цель. Да, я видел, люди есть, которые пишут такие: я вообще не представляю, что за правила в Нацубэри, не знаю, что за поколение, я смотрю, мне нравится. Очень сильно советую, во-первых, все посмотреть. Во-вторых, вот что дает мороженое. Оно дает нам кокетливости побольше. Подожди, а чем больше мы мороженого едим, может у нас тем больше будет кокетливости? Так вот, насчет правил. Я просто напоминаю, что Марио должен пройти жизненную цель, вот эту вот Joke Star, популярный шутник. Плюс
Марио должен играть на инструменте. Не написано, о каком инструменте, какой должен быть уровень, но в принципе он почти освоил клавишные, и сейчас мы активненько изучаем гитару, так что там без проблем. В чем мудлетом? Нет, мудлет не меняется. Тогда небольшой сон на боковую. Господи, пиратский день просто ужасный день. Но до сих пор на каждом уровне, кроме первого, только одно мороженое обладало эффектом. Но сейчас будет последнее мороженое, после которого все немножко изменится. Призрачная мята, 6-й уровень. Пока Марио готовит мороженое, дальше о целях. Помимо того, чтобы играть на инструменте, мы должны быть женаты на своей коллеге, то есть либо на комике, либо дальше на детективе, потому что среди целей нужно освоить полностью карьеру детектива. Карьеру комика, тем не менее, полностью проходить не нужно, но комедией нужно полностью овладеть. Это у нас есть. А еще изысканной кулинарии. Это у нас почти есть. Последнее, что надо делать, это жить не в том районе, в котором мы выросли. Но Марио, по идее, в Хэнфорд он Бекли вырос. И здесь он жил, когда был уже подростком. Так что я не знаю, здесь я ставлю на ваше усмотрение. Пожалуйста, напишите, стоит ли нам переезжать сейчас, или я могу немного повременить. А я пошел пробовать мороженое и показывать эффект. И вот интересно, кто не знал, сможет отгадать, что дает свежая мята? Вау, вот это офигенно. Отменное блюдо он сделал, так он гурман, он такой, я супер счастлив. Но мудлет это вдохновение. Ты съел свеженькую мяту и такой, о, хорошо, буду что-то делать. Следующий уровень у нас там содержится сразу 2 бонусных мороженых. Нет, это не голубая луна, которая делает персонажа геем. У нас сдвиг по фазе и растительная жизнь. А, погоди, вот засранцы, они передвинули растительную жизнь с 7-го уровня на 8-й. Дело в том, что эти 2 мороженых были на 7-м уровне. И так у нас получалось, что на 7-м уровне у нас 2 мороженых с эффектами, а на 8-м нет мороженых с эффектами. А разработчики меня подставили. Теперь реально получается, что на всех, кроме 1-го уровня, у нас есть определенный эффект у мороженого. Все, это мы уяснили. Поэтому логично выбрать сдвиг по фазе. Это следующий уровень. И здесь, я думаю, некоторые догадываются, если вдруг не знают, что это дает. Потому что в подсказке, точнее, подсказка в названии. И тут, пожалуй, стоит сесть на что-то мягкое, на всякий случай. Потому что я не знаю, что произойдет, так как мороженое сдвиг по фазе дает нам случайный, совершенно случайный мудлет. Вот теперь дало дискомфорт. Большое спасибо. Из всего просто в самое худшее. Класс. Окей, интересно, каждая порция дает разное? Или каждая партия мороженого дает разное? Эксперимент, мы ученые. Мы замерзаем до... Хватит жрать. Быстрее, одевайся во что-нибудь. Так, у нас есть термостат, нужно сделать тепло. Вот тут. Марио, пожалуйста, не умирай, ты еще станешь лучшим детективом, ты еще пересажаешь всех преступников из тайного общества. Фуф, найс. Окей, сдвиг по фазе, это интересно. Следующее... нет, подожди, мы еще это не доели, пока спасались. О, нет, вот это я очень зря. Марио должен надеть теплую одежду. Так он уже в теплой одежде. Окей. Пока не едим мороженое. Аномальный мороз на улице. Плюс 5 порций сразу, знаете, заставляют персонажа немного мерзнуть. Кто бы мог подумать? Пока отдохнем, надо написать комедийный номер. Еп, и задача выполнена. Специализация комик, дело времени, все остальное изи. Оно даже уже практически выполнено, потому что мы все сделали. Да, верите, только номера у нас совсем хреновые. Это по сути черновики. И смотрите, тайное общество не отпускает. Они спрашивают, кого им вербовать. Не надо никого вербовать. И да, смотрите, каждый раз разный мудлет от сдвига по фазе. Это прикольненько. Пожалуй, еще порцию. И да, мы входим на территорию интересных мороженых. Да, те манипуляции с фигурой тоже были ничего так. Другие мороженые давали нам что-то связанное с настроением. Сдвиг по фазе, уже первое что-то необычное. Следующее мороженое, ща в духе всех ютуберов, взорвет вам мозг. Я был в шоке, когда узнал, что делает мороженое на 8-м уровне. Лайкай видос, подписывайся на канал, съешь твою мать. Короче, мы стали немножко кокетливыми. И пока он игривый, доработаем номера. Я надеюсь, это позволит довести их до идеала быстрее. Нет, мы идем по той же градации. Плохо, нормально, великолепно. Вне зависимости от настроения. И знаешь, выходные подходят к концу. Завтра экзамены, начало нового курса и прочий движ. Так что самое время посмотреть оставшиеся мороженки. Растительная жизнь. Тут тоже подсказка в названии. И эта вещь делает персонажа таким, каким его нельзя было делать. Я не помню с какого года. Это было очень
очень короткое по времени испытание, и вроде бы как оно с тех пор недоступно никак. Я могу ошибаться, поправьте, пожалуйста, особенно после того, как увидите эффект и будете понимать вообще, о чем я говорю в точности. Но кажется, то событие больше недоступно, и ни бонусы, никакие процессы получить больше нельзя. Ах да, что делает это мороженое? Сим становится растаманом. Да, видите, Марио позеленел, и следующие несколько часов, да, видите, у нас листья начинают прорастать из шеи, из рук, в принципе, из кожи. Нам хочется находиться на солнце. Буквально мы стали человеком-растением. Подожди, там идти сюда две функции. И про самих растаманов прямо сейчас я не буду рассказывать. Это делали в своих видео другие ребята. И, блин, пожалуйста, хватит переназываться, а то мне очень тяжело рекомендовать вас людям, потому что, кажется, это делал то ли Макс Кавасаки, который был Максом Кавасаки и стал Максос Кринж, то ли это делал Никита, который теперь Small Fringe. Фу, блин, аж заплетается язык. Small Fridge. Короче, маленький холодильник. На момент, когда вы смотрите этот видос, я не знаю, как они называются. Очень-очень классные авторы, но найти их, конечно, все тяжелее и тяжелее. Хватит переназываться. Естественно, шутки, понятное дело, свои каналы делайте, что хотите, только благ вообще. Классно, классно. Я лишь хотел сказать, что про растаманов уже очень многие рассказали, и я просто ничего не знаю об этом, вот только вижу этот забавный эффект. То, что персонаж хочет находиться на улице, и то, что у него вот... Стоп, подожди! Это беременный предводитель сообщества. То есть, когда мы видим кого-то, они начинают танцевать тектоник, здороваясь на языке тайных жестов, да? Ух ты, нет, подожди, если эти движения призывают дамочек в бюстгальтере без чего-либо... Тайное сообщество кормит нас сложными ожиданиями. Пойдем от этого паренька, он мне не нравится. Хватит людей вербовать в свою наркосекту, отстань от мальчика. Знаете, что я сделаю? Специально, ради того чела, я не буду сейчас рассказывать, что делает мороженое на 9 уровне. Мы все это пролистаем, дойдем до 10, потому что ледяная мокка позволяет нам атаковать людей. Нет, куда он ушел? Оу, мадам, здрасте. Нет, слушай, там звезда голая бегает. Да как это... Мне тоже надо. Ладно, давайте из зеленого вот этого состояния перейдем в синее. И нет, я не говорю про алкоголизм. Хотя это безумно интересный аспект игры теперь. Я говорю о синем состоянии, вызванном как раз этой ледяной мокой. И не только синее состояние нас здесь интересует. Плюс мы еще и поплатились мудлетом, потому что продрогли до костей. Видите, как это выглядит? Ужасно. Но... мы, насколько я знаю, и хочу сейчас попробовать, можем атаковать людей, заставляя их... Ух, какие все красивые. Нет, так. Нам нужен кто-то, кого мы не очень сильно любим. Прости, продавец. Опачки, Наоми Слэдж. Нифига себе. И раз у нас минутка рубрики «Угадай персонажей», которых мало кто угадает, я там в телеге, можете пост детальнее посмотреть с картиночками, делал персонажей, которых тоже мало кто узнает, но кто узнает, ах, ну красиво же. Ссылка на телегу в описании. О нет, от того парня осталась только миска с чили. Беременный мужик бородатый все-таки завербовал его. Ладно, мы еще станем детективом, я вам говорю. Мы всю эту организацию деконструируем, как чертов гений, которым Марио и является. Только вот перестанет быть синим. И да, вещь, которой мы можем атаковать людей. Сейчас, подождите, я должен найти. Так, в ссорах и пакостях этого нет. Хорошо. Ох, удачи мне прошерстить все эти категории, ребята. 2 hours later. Вау, и знаете, что я вам скажу? Я нигде не нашел вещи, которую должен был найти. У нас действует мудлет от мороженого, но называется продрог до костей. А в интернете написано, что должно быть холодное лакомство. С другой стороны, в интернете перепутанные уровни, по которым даются разные мороженые бонусы. Так что, блин, я надеялся на ледяную атаку и... Ух ты, боже мой, это кто тут такой красивый ходит? Подождите, это что такое? Это кто-то ваш? Эй! Держись. А, Джессика Альба. Но настоящая Джессика Альба выглядит не так. Это немножко слишком белая мопс-версия Джессики Альбы. Ну ладно, мне нравится, если что. Это не ругательство, это гигантская похвала. И да, блин, я не могу найти, серьезно. Давай еще одно мороженое съем. Может, нужно зарядить маны. Хотя, по идее, вроде как, одного должно быть достаточно. И сейчас я очень боюсь умереть от холода, потому что мы прям съедаем порцию, которую не должны тянуть. Понимаете, мы вышли из общества
очень стрёмных наркоманов и внезапно рискуем окочуриться от передоза. Эх, Марио, ничему тебя жизнь не учит. Ладно, вот теперь, пожалуйста, холодная. О, нет, пожалуйста, нет. Минус 99 и все без времени. О, нет, о боже, это я зря. Быстрее, бегай домой. Потерпи, Марио, там у нас термостат, там хорошо. Че ты живот поглаживаешь? Ты умираешь, буквально. Спасайся, беги. И смотрите, как красиво замерзает озеро у нашего дома. Просто хотел подметить. Ну, по идее, он в порядке, несмотря на то, что он синий, он чувствует себя хорошо. Цитата, вырванная из контекста, может быть очень полезной. Но нам осталось последнее мороженое, которое отлично дополняет наше нынешнее состояние. Дыхание дракона. В отличие от дыхания дракона, которое у половины аудитории после KFC, это будет через рот. Не беспокойтесь, все прилично. Неприлично и без цензуры в основном здесь. Сотни видосов за несколько лет. Это стримы. Здесь не просто видосы. Это по 3 часа там контент, по 2,5. И посмотрите, как мы синхронизируемся теперь с Марио, потому что у некоторых после вставок тоже немножечко горит. Сейчас у Марио будет гореть идеально. Слушайте, интересно, это нас согреет? В процессе он все такой же синий. А по итогу очень уверенный, потому что у него получилось съесть это острое мороженое, и он все еще немножко мерзнет. Не знаю почему. Слушай, все эмоции подряд испытывает. Вау, просто огонь. Вот это молодой человек. Мечта просто. Да, видите, какое-то время мы будем уверены из-за того, что такое мороженое нам покорилось. Tomorrow. И с самого утра у нас начинается крайне продуктивный день. Я почти освоил навык обаяния и полностью освоил комедию. Это означает, что путь до самой вершины карьеры комика у нас открыт. Все навыки есть, все, что нужно есть. Но из-за волнения мы больше не можем прокачивать обаяние пока, потому что вот-вот экзамены. Марио теперь куда более собран, куда более взрослый персонаж, как именно персонаж. И снова отлично сдает экзамены. Полностью прокачиваем обаяние. И смотрите, как люди повадились заходить в мой дом. Они обходят и заходят с этой стороны. Вот, окей, Британи просто пришла в гости и решила не заходить в дом. Но до этого люди реально что-то решила делать. Ладно, хотя бы не делать эти бесконечные отвары. Смотрите, они реально просто сделаны разными людьми. Все. Так вот, да, люди стучат в дверь, а потом обходят вот здесь по клумбе, заходят здесь почему-то, в студийную часть дома. Логика Симса, вы знаете. И да, день продуктивный, но до занятий еще 3 часа. Так что я поеду познакомлюсь с одним экологом. Приветики, да. Это секретные знаки. И посмотрите, сразу из-за нашей крайней вежливости мы прям очень-очень-очень хорошие друзья. Немного близкого общения, и продуктивный день переходит в экзамен. Стоп, что? Следующий шаг в отношениях стать парой? Нет, что происходит? Ты кто вообще? Я так-то на экзамен собирался. Сейчас. Это тайное сообщество нас преследует. Меня предупреждали, что из него нельзя выйти, но я не думал, что это так буквально. И член сообщества не захочет из меня выходить. Ну, член как человек. Да, второй экзамен сдан. Все, с курсом покончено. Через полчаса на выступление, на которое я, кажется, опаздываю. Я не знаю, что произошло, но само получилось. Я ничего не нажимал. Я вот отвернулся лягушку поправить на полке. И оно произошло. Марио, давай быстрее. Есть, курс закончен. Все на 5 с плюсом. И не только все на 5 с плюсом. Следующий курс будет последним. За него снова придется выложить безумные 10 миллионов. А вот кто делает эти отвары. Почему вы... ты чистишь? Капец. Я просто думал, что это будет какая-то история на пару деньков, не больше, а у нас тут хозяйка завелась. Хорошо. Посмотрим, как она будет себя вести. Но вообще у нас есть еще некоторое количество кандидатов. Окей. 2 человека пропали, а вот эти... Можно их поменять на предыдущих? Честное слово, там были красотки. И, посмотрите, у нас уникальный шанс. Без негативных последствий я впервые вижу такую карточку, чтобы не было минус. Марио знает, что его время на сцене подходит к концу, и следующий исполнитель уже ждет за кулисами. Возвращая микрофон на место, он замечает персонажа в деловом костюме в дальнем углу клуба, подальше от публики. И этот чел, вместо того, чтобы заказывать что-то на баре, постоянно что-то пишет в блокнотике. И вот Марио, вместо того, чтобы человеку передать микрофон, отнимает микрофон и начинает выступать на бис. Это даст нам немного известности, которую мы в любом случае потеряем, и повышение, которое и так в любом случае будет. Так что в целом карточка бесполезная, конкретно для нас в этой ситуации. Но Марио покажет вообще с лихвой. Супер. Найс. И мы комик. Отсюда и выполненная жизненная цель. Практически. Останется только исполнить 3 комедийных номера, но они у нас коротенькие. ГГ, лол. Господи, просто весь Марио здесь. Да, ему нравится
называется комедия. Так вот, 3 номера и жизненная цель выполнена. По сути, останется домашку сейчас ночью сделать, вообще к курсу подготовиться, пройти финальный курс, который уже, ну прям мы выпускник. И освоить полностью изысканную кулинарию, что тоже не проблема. Жизненная цель есть, все задачи уже вот-вот-вот-вот на носу, так что не пропускайте следующие серии. Большое спасибо этим ребят. А насчет этих ребят, если вы не узнали, то вот это видео я крайне рекомендую. Другая игра, но очень интересно, и там все еще я, поэтому дайте шанс.